Многие игроки считают самым редким предметом в Майнкрафт золотое зачарованное яблоко. Однако это далеко не так, и сегодня я собираюсь получить все самые редкие предметы, чтобы доказать, что золотое зачарованное яблоко не самый редкий предмет в Майнкрафте. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. А начну я со снежного блока травы. Он является настолько редким, что вы вряд ли даже о нем знаете. И лишь нескольким людям удавалось его найти. Получить этот блок можно с помощью эндермена. Для этого нужно покрыть блок травы слоем снега, и когда эндермен его возьмет, есть очень маленький шанс, что в его руках окажется снежный блок травы. Поэтому я начал строить платформу из блоков травы, накрывая их снегом, чтобы ускорить процесс. Я потратил на это очень много времени, но все равно не получалось. И поскольку это могло длиться часами, а то и днями, я решил то, что оставим этот блок на потом. Пока что я получу другие редкие предметы, начиная от самых простых, заканчивая самыми сложными. И перед вами сейчас музей самых редких вещей в Майнкрафте. Не смейтесь, в будущем я его украшу. Ну а начнем мы, наверное, с черепашьего панциря. Для этого нам нужны щитки, которые выпадают из черепах, когда те взрослеют. Поэтому мне нужно просто разводить черепах и ждать, пока их детеныши вырастут. Это заняло слишком много времени. Следующим предметом у нас будет пузырек опыта. Его можно найти в аванпостах разбойников с шансом в 60%. И да, я его нашел. Уже я забрал шаблон, в будущем мы соберем остальные. Теперь я отправляюсь в древний город, ведь только там можно найти осколки эха. И благодаря им можно сделать компас восстановления. 3 осколка есть. Тут еще парочка. Что ж, это оказалось проще, чем я думал. Теперь я могу сделать этот компас, и что он делает? Указывает на точку последней смерти игрока. Ну для хардкора самое то. Следующим я хочу получить высокую траву и большой папоротник. Этих ребят никак нельзя получить вручную, и единственное, где их можно найти, это в деревенских сундуках. Высокую траву можно найти в деревнях саванны с шансом в 30%. Что? С первой попытки? А вот высокий папоротник, или как его называют Майнкрафт, раскидистый папоротник, может находиться в таежной деревне с шансом в 18%. Я отправился на поиски этой деревни, это заняло слишком много времени. Боже, я думал, никогда не найду эту тайгу. Пожалуйста, пусть тут будет деревня. Ты ж моя хорошая, иди сюда. Так, тут пусто. А вот тут у нас... Что? Опять с первого раза? Затем я отправился в крепость, чтобы найти все виды конской брони. Они могут спавниться в сундуках с вот такими вот процентами. Так, золотая есть. Алмазную тоже нашли. Отлично, железная тоже есть. Также для полной коллекции я скрафчу кожаную броню. Теперь я хочу получить все музыкальные диски. Большая часть из них выпадает, если скелет убивает крипера, и именно этими дисками я и хочу заняться. Я собираюсь затащить скелета над ямой с криперами. Он должен поджечь динамит, и этот динамит должен их всех взорвать. И хоть на деле это все звучит очень просто, я с этим очень намучился. Так, бро, давай только не взрывайся. Ну, нет, пожалуйста. Ну что ты, коммунист, попался? Ай, да хорош стрелять. Главное сейчас, чтобы они раньше времени не взрывались. Так, давай. Так, давайте, пожалуйста, пожалуйста. И... Да, есть. Да хватит стрелять. И поскольку большая часть дисков у меня была, нам осталось найти только один. Последний диск можно найти в древних руинах с помощью... подозрительного гравия. Если честно, я ничего не понял. Окей, что такое древние руины? Древние руины — это погребенные сооружения, которые служат археологическими памятниками, где образуется подозрительный гравий. Они спавнятся в тайге, снежной тайге, старых березняках и джунглях. Ах, всего 5 биомов. Как я понял, мне нужно скрафтить кисточку, и я отправился искать эти руины. Я нашел тайгу, и... Тогда я еще не понимал то, что эти руины очень трудно найти. Мало того, что они спавнятся только в 5 биомах, таких еще и невозможно заметить. Пожалуйста, пожалуйста. Да, это руины. Так, пожалуйста, теперь мне нужна просто одна пластиночка. О, плюс шаблон. Пожалуйста. Да, это она. Последняя пластинка. Боже, как я много времени на тебя потратил. Раз она такая редкая, давайте хотя бы послушаем, как она звучит. О, а это неплохо. Следующим предметом будет кроличья лапка. Ее можно выбить с кролика с шансом в 10%. Это было слишком просто. Вот это тоже добавим. А теперь я хочу найти все типы глиняных осколков.
Всего их 20 штук, и у каждого из них очень маленькие шансы на выпадение. Свои поиски я начал с пустынных пирамид, и мне выпадает первый осколок. Ой, я вижу еще один осколок на подходе, и да, это не повторка. Так, это у нас что? Динамит? Так, это у нас новый осколок или повторка? И нет, мне сегодня везет. Я собрал все, что можно было, и отправился искать остальные осколки. Я собрал все осколки в теплом и холодном океане. Еще 2 я нашел в колодцах. И отправился искать осколки в руинах. Плюс осколок. Черт, почему они такие редкие? Так, это нам тоже понадобится. Пожалуйста, больше не просите меня это делать. Ну а теперь я хочу получить все козьи рога. Всего есть 8 видов рогов, и выпадают они, когда козы бьются об блок. Чтобы ускорить получение рогов, я построил небольшую ферму, в центре которой будут находиться курицы. Остается только привести козлов и закрыть их внутри. И теперь, когда козлы будут пытаться забодать куриц, они врежутся в блок, и с них выпадет их рог. И теперь мне нужно просто размножать козлов и ждать, пока выпадет рог. Основная проблема заключается в том, что половина рогов падает только с кричащих коз. И внимание, с шансом только 2%. Поэтому единственное, что мне оставалось, это просто ждать и надеяться, то, что среди этих всех коз есть и кричащая. И я ждал, пока вскоре мне не выпали все нужные рога. Далее я забрал карту клада, нашел его и забрал оттуда сердце моря. Оно мне нужно для того, чтобы скрафтить морской проводник. Он является очень редким предметом, так как для его крафта нужно целых 8 ракушек наутилуса. Сами же ракушки могут заспавниться в руках у утопленника с шансом в 3%. Мне повезло то, что у меня есть ферма утопленников, поэтому скрафтить проводник оказалось не сильно большой проблемой. Ну а после этого я отправился получать все головы. Сделать это можно, если заставить заряженного крипера взорвать моба, что уже довольно-таки непросто. Так еще, чтобы получить заряженного крипера, нужна гроза, шанс которой 1,5%. И поэтому я решил подготовиться заранее, чтобы у меня наверняка все получилось. Для начала я поймаю пиглина. Так, иди за мной, друг. И свинка в ловушке. Далее я поймал крипера, зомби и скелета. Ну а потом этот зеленый урод решил мне все заруинить. Да ну нет, ну серьезно. Он взорвался позже. Но этот зеленый бро вообще решил, что он самый умный и почему-то не смог их просто взорвать. Так, пожалуйста, пожалуйста. Что? Почему они выжили? Далее было еще куча попыток, но я покажу вам только те, которые у меня получились. Так, дружище, давай, помоги мне, пожалуйста. Нет, я просрал еще одного крипера. Ладно, хотя бы голову получил. Так, дружище, давай быстрее, пока он сам себя не убил. И, пожалуйста, пожалуйста. Да, вроде бы выпало. Так. Да-да-да, вот, голова скелета. Так, дружок, тебе бы лучше пойти со мной и запрыгнуть в эту лодку, пожалуйста. Иди сюда. Куда он делся? Он что, зашел в портал? Я надеюсь, он не взорвется, как только я зайду, ибо терять заряженного крипера не хотелось бы. Так, стоп, это вообще идеально. Стой, не взрывайся, пожалуйста, не взрывайся. Вот, залезай в лодку и взорви мне, пожалуйста, эту свинюшку. Да, я сделал это. Еще я отправился за головой дракона, даже не за одной. Ну а дальше я соберу все узоры для баннеров. Один я скрафтил из головы крипера, второй я купил у картографа, остальные я сделал из ромашки, череп визер-скелета, чаровное золотое яблоко, и еще один нашел в сундуке в бастионе вместе с шаблоном. Еще из головы дракона я сделал пиротехническую звезду с узором крипера. Кто-нибудь знал, что он вообще существует? Ее буквально даже в списке крафтов нет. Далее я пошел копать тоннель для того, чтобы найти глубинную угольную и глубинную изумрудную руду. Если посмотреть на их генерацию в сланце, то можно увидеть то, что шанс очень маленький. Наконец-то. Меня уже просто спина отваливается. Тут еще лазуритная руда. Но нам нужна только угольная. Стоп, чего? Да ладно. Это оказалось быстрее, чем я думал. Честно говоря, понятия не имею, почему это такие редкие руды. Затем я скрафтил магнетит, чтобы привязать компас. Это довольно-таки редкий предмет, потому что в его крафте используется незерит. Ну что ж, пришло время собрать все кузнечные шаблоны. На данный момент у меня их 10, и осталось найти еще 6. Пожалуй, начнем с кораблей и... Ого, и что? Целых 2? Ладно. Для следующего нам нужно убить древнего стража.
плюс шаблон. Еще один я нашел в крепости, через которую можно попасть к дракону. Так, кузнечный шаблон ока. Затем я нашел особняк, потому что там лежит еще один нужный нам шаблон. Так, я надеюсь, вы не против, я сделал небольшой ремонт. Ребята, а где все? Почему тут так пусто? Я наткнулся на какой-то лабиринт и, надеюсь, не зря. О, самое то, вредина. Именно тебя я искал. И нам остался самый редкий шаблон. Тишина. Его можно найти в древних городах с шансом в 1%. И поэтому я летал искать горы и просто копал вниз. Ведь так найти заброшенный город самый большой шанс. Ну, что? Я не ожидал, что так быстро найду. Так, и тут у нас... пусто. Я не знаю, на самом деле, насколько можно рассчитывать на мою удачу, но надеюсь, что мне получится найти его как можно быстрее. Тут тоже ничего нет. Тут тоже пусто. Пожалуйста, боги Майнкрафта, смилуйтесь надо мной. Я не хочу долго искать его. И что? Это сработало? Так, сматываемся отсюда побыстрее, пока нас не убили. Я расставил все шаблоны по местам, и нам осталось найти два последних редких предмета. И первым будет ведро с голубым аксолотлем. Его можно получить только в процессе размножения с шансом 1 к 1200. Поэтому я построил огромный бассейн, в котором буду размножать аксолотлей. Но перед этим мне нужно их найти. Полезай в ведро, дружище. О, так ты тут еще и не один, ты вместе с подружкой. Самое то. И следующие несколько часов я просто собирал рыбу и размножал аксолотлей. Так продолжалось несколько часов, пока их не стало уж слишком много. Так, мои хорошие, время кушать. Ух, сколько вас тут уже. Так, берем, забираем рыбку. Так, погодите, это не синий плавает. Стой, дай я тебя поймаю. Как же долго я тебя находил, братик. Уплывайте, вы свободны, ребята. Ну и последний предмет — это снежный блок травы. Но перед этим я решил украсить свой музей, и для этого мне понадобится очень много сакуры и немножко ели. И теперь вы только посмотрите на эту красоту. Но здесь по-прежнему не хватает снежного блока травы. И поэтому я вернулся на свою ферму, расширил ее и продолжил расставлять снег. Подождав еще полчаса, я так и не смог получить этот блок. Затем я зашел на сайт с багами Майнкрафт, и оказывается, этот баг очень давно пофиксили, и он существует только на одной версии. Вот и получается то, что этот блок я не получу никаким образом, и это место в нашем музее будет пустовать навсегда. К слову, у меня есть телеграм-канал, и если бы вы были подписаны, вы бы знали, когда выйдет это видео.